how language works. Речевая структура, как устроена речь. Okay. We're going to start with a couple of very simple examples. Сегодня мы с вами хотели бы приступить с нескольких очень базовых примеров. Okay. For example, Как вариант. one of the most common is called unspecified verbs. That's the name of it. Первое название инструмента самого распространенного – неконкретные глаголы. Okay. The verbs that people use are the descriptions of very complex processes. Те глаголы, которые люди используют в попытке описать очень комплексные процессы. Somebody sees something. Человек что-то видит. And they say to themselves, wow, that was И terrible. говорит себе, это было ужасно. Terrible. Ужасно. Okay. That really hurt. Меня оскорбили. How could you say something like that to me because you know how much that hurts? Какое право ты имеешь так со мной разговаривать? Ты знаешь, как меня это оскорбляет. Hurts, terrible, Оскорбляет. Ужасно. bad, uncomfortable, Плохо. happy, Дискомфорт. wonderful. Счастливо. Чудесный. Those are all terms Это терминология that identify very complex и processes. обороты, за которыми стоят очень комплексные процессы. Okay, and they're not real. Они нереальны. They are complex descriptions of something. Это комплексное описание чего бы то ни было. You know when you've had the experience when you go to a beautiful place. Вы знаете, у вас был, наверное, следующий опыт, когда вы оказываетесь в красивом месте. And you see it and you have a great feeling and Вы видите чудесную you панораму, look at it великолепное чувство, вы на это все смотрите. and you say to the person next to И you, говорите стоящему рядом с человеком, wow, ух ты, посмотри, isn't that great? разве не здорово? And the person beside you looks at it and Человек рядом goes, с вами смотрит на все то же What? самое и говорит, что? it's just a bunch of buildings. Куча зданий. What are you talking about? It's nothing. Можно подумать. Не Okay. так, как мне нравится, не так, And как you я understand привыкла. that you're both looking Вы at the same понимаете, thing. два человека смотрят на одно At и the то same же time. одновременно. Their experience of that is completely different than Их yours. восприятие этой ситуации тотально отличается от вашего опыта. What's happening? Что происходит? The terms that they use Термины и обороты, которые они to используют, evaluate, попытки to оценить, understand попытки понять what's in front of them то, что оказывается у них перед are глазами. framing or building the truth around that thing. Создают фрейм, создают рамку вокруг опыта. I'm thinking of a child. Я представляю себе A ребенка. child is riding a little scooter and falls Ребенок катался на самокате, упал, and hits his knee сцарапал коленку. on the ground and scratches his knee. Коленка пристала. Okay. And some parents will come up and go, Кто-то подойдет и "Oh скажет, my God, боже honey, мой, боже what? мой. Are you okay? Oh, всё в it's порядке. terrible. Давай You посмотрим, давай hurt посмотрим. yourself." Он упал. And the child really doesn't know that it's a terrible Ребенок не thing знает, что произошло что-то ужасное, until they see the до reaction тех of the пор, parent. пока не увидит реакцию родителя. And then they realize, Если этого ребенок wow, начинает понимать, ух ты, I can get a whole bunch так of я могу attention and получить sympathy. много внимания и The more I сострадания. cry, the Чем more I громче get я hugged буду and picked плакать, up тем and so больше forth. меня и чаще будут брать на руки и обнимать. Why? Because Почему? of the complex meaning that the parent has given to a simple fall down. Из-за комплексного трактования тому простому явлению ребенок упал. And I've seen other parents see the child Других fall, родителей видят, ребенок упал, look to make sure that the child is fine, оценили, убедились в том, что у ребенка casually нет help the child повреждений. up, Невзначай приподняли hand ребенка, them the scooter and say, дали самокат, okay, let's go. все, поехали дальше. And the child, well, if they've been treated that way before, Если это уже не первый случай, they will scratch their knee and kind of go, ouch, ouch, Больно, and больно. get back on their scooter and go снова ahead. на самокат и вперед. Okay. Why? Почему? What's the difference? В чем различие? Okay. The child has learned if I fall Ребенок down, приучается, and I hurt если my knee a я little bit, падаю и сцарапаю коленку. my knee works, it's fine. С коленом все в порядке, колено рабочее. Maybe my skin is broken and maybe I have a little tiny bit of blood. Может, я сцарапал, может быть, даже немножко крови. It's okay. Все нормально. I'm going to go ride my scooter. Я здесь, Okay. чтобы кататься снова Okay. на самокат. And the other child is laying on Второй the ground ребенок screaming, будет yelling, сидеть, I'm bleeding, I'm слезать, bleeding. кричать, And я the parents are, oh упал. my God, and Боже it's мой, terrible, how are давай you? посмотрим. Okay. Why? Почему? The two experiences are identical. Два опыта идентичны.
how they're dealt with is То, completely different. как воспринимается и то, как реагируется на ситуацию, отличается. Think of what you're teaching the child when you make a little fall a tragedy. Представьте себе, чему вы приучаете ребенка, если каждое падение превращается в трагедию. Oh, you're hurt. Oh, it's Он terrible. упал, Oh, I'm so боже sorry. мой. You know, and let me pick you up. Let Ну me давай, hold давай, все, you. не садись на It's самокат, okay. You can давай, cry. You его can понесем на cry. руках, да, она расплакалась. Think of what that child is Представьте learning. себе, какой вырастет этот You understand ребенок. what they're learning? Вы понимаете, к чему они привыкают? That any little thing that happens to Любая you мелочь, которая is встречается terrible по and it's going to жизни, это stop you что-то from doing ужасное, нужно перестать делать what то, you're чем doing, занимались. and it's painful and it's Это болезненный horrible, and опыт. I Я need пережила I need трагедию. help, and Мне I, нужна you теперь know, помощь. and it's completely going to change what I Всё. was doing. Это полностью меняет то, чем я занималась. Think about that behavior in Представьте business. себе, подобная девочка приходит в Think about that бизнес. behavior in a relationship with a wife later. Представьте себе, эта девочка становится женой спустя годы. Think about what that behavior Представьте becomes. себе, как она начнет реагировать и во что это перерастает. And which one do you want your kid to be? Каким из двух типажей вы хотели бы видеть вашего Okay. ребенка? If there's something actually Если bad, действительно damaged, you есть take care of it. что-то, какое-то повреждение, действительно нужно обратиться за помощью. And I was a medical specialist, Uh, emergency medical specialist. Я занимался ургентной помощью. Я знаком с ургентной медициной. And I've dealt with a lot of emergencies, a lot of trauma, a lot of difficulties that people have, both psychological and physical. И я был обучен тому, что делать, и помогал в большом количестве различных ситуаций, и психологические травмы, и физические в том числе. And whether people are young, whether people are children, whether the people are middle-aged children, or whether they're adults. Молодые ли люди, подростки ли, взрослые ли люди, дети ли, более или старшее поколение. How a person thinks about what is happening to them. То, что человек думает о том опыте, который произошел с ними. If they use behavioral words, Если они, Like. описывая свой опыт, начинают говорить с собой следующими оборотами, For такими example. как, например, the child falls down, ребенок упал, stands up, scratches his knee, поднимается, and потер says, колено, I hit my knee о, коленом ударился, and it hurts a little bit. Let's немножко go. больно, поехали. That's one. Or if the child says, Первый вариант. Второй I'm вариант. bleeding, I'm bleeding, oh, you know, and there's all these behaviors that И are начинаются identifying все- that it's a tragedy. Все сопутствующие проявления, которые предполагают, что произошла трагедия. And the adults respond appropriately to the tragedy. Взрослые соответствующим ожидаемым сценариям реагируют на очередную So трагедию. then that child learns Ребенок быстро to приучается use big negative verbs. начинать упаковывать свой опыт Like- в большие негативные понятия, такие My как anxiety is ruining my life. тревожность лишает меня сна. Anxiety, there's no such thing. Тревожность. Нет такого It's a понятия. false verb. Это искусственный надуманный глагол. The verb is I am anxious about something. Тревога. Okay. Вы можете ощущать Okay. тревогу. So how that person constructs the language. То, как человек формулирует свою речь. And there are a whole bunch of very important language patterns, И существует language большое habits количество остальных речевых оборотов, that речевых every parent инструментов, should understand. которые стоит изучить каждому родителю. But for now, Но на сегодня, здесь и we're going to сейчас, come at this in a simple way. мы с вами зайдем к этой теме, подойдем достаточно простым путем. If a verb describes behavior, Если используемый глагол четко описывает действие, поведение и поступок, then it has some value. тогда он имеет определенную It has some ценность. accuracy to it. Тогда он описывает четко происходящее. So every time you hear a verb that doesn't describe behavior, Каждый раз, когда вы описываете глагол, который не указывает на что было сделано, especially if you hear those from a child, в особенности, если вы слышите эти обороты в речи a ребенка, casual request for a behavior is magic. попытка невзначай, ненавязчиво задать ребенку вопрос, при котором, отвечая, ребенок описывает, что было сделано, какое действие. What do you mean, honey? Малыш, что ты What что ты actually имеешь в виду? happened? Что было? Okay, good. Yeah. Хорошо. My brother hates me. Мой брат меня ненавидит. Okay, so now, you know, and so you say, well, okay, Можете задать I вопрос. understand that you're thinking that. Хорошо. Ты думаешь, How что do you он тебя know that? ненавидит? Как What ты happened? узнал, что он сделал, что он сказал?
He took my toy from me. Он забрал у меня мою игрушку. Oh, okay. And without asking, yeah? Не спросил, подошел и взял, да? Good. Does he do that all the time? Он все время так делает? No, Нет. just sometimes. Иногда, да? Okay, so sometimes you're happy with him. То есть бывают моменты, когда ты не против, что у тебя Because есть брат. you see the word hate Видите, слово ненавидеть. is all the time and big. Все время, всегда и And что-то большое и плохое. Took my toy from me Забрал у меня игрушку, не is попросил. 5 minutes ago, doesn't happen very 5 минут often, назад, не слишком часто происходит. and has nothing to do with whether he likes me И or doesn't like me. ничего общего с тем, нравлюсь, не нравлюсь, не имеет. Big difference. Очень серьезное Do отличие. you understand? Понятно, Big да? difference. Серьезное So, отличие. language. Соответственно, речь. When words are used, Когда используются определенные словесные обороты. and those words are used in a way И эти that словесные обороты produces используются в том a ключе, big negative result. которые производят серьезный негативный исход в событии. Okay, let me give you an interesting example. Давайте приведу вам интересный пример. Okay, the world is against me. Никто меня не любит. Daddy, everything always happens to me. Все, что нужно будет сделать, оставят мне. Now that's a very sophisticated language structure Это достаточно запутанная речевая структура. because the natural language structure В is естественной форме построения предложения. the person who creates the sentence is the actor of the action of the verb. Человек описывает действие, которое сделал сам человек. If you find a child that's talking backwards, Когда вы находите ребенка, который строит предложение по принципу «мне», «меня», «мною» вместо and they «я». are the receiver of the action of their verbs, И of their sentences. «меня», «мне», «мною» ставит ребенка в позицию действия «было завершено». Nobody likes me. Никто меня не любит. Everything always happens to me. Все время оставляют мне. Wow. That's very dangerous thought process. Очень опасный мыслительный процесс. Now, so if you hear that process, Соответственно, if you hear когда вы that слышите structure, подобную структуру and предложений, you turn it around, what do you do? разворачиваете и задаете What do you ребенку like? вопрос: что ты любишь? How do you know? Как ты узнаешь? What did they do Что она сделала, что он сказал? that you understood as that them not liking you? Тебя не любят, потому что сделали что? So you try to get them back in the actor's position. Старайтесь возвращать повествование ребенка в ситуацию «я сделал», «я говорю», «я делаю». If you can do that casually, easily, Если у вас есть возможность сделать это невзначай, не напрягаясь, and you'll hear about a book that I've written about language. вы услышите о той книге, которую я написал о речи. And it's called Magic Demystified. Называется «Магия НЛП без тайн», в русском переводе. Magic NLP Demystified. And it will explain for В этой you книге будет описываться 13 very complex, very 13 beautiful, very 13 understandable очень language structures. понятных, очень интересных, невероятно увлекательных примеров того, какова структура человеческой речи. I would recommend that it's in Russian. It's an easy to find book. Она Magic написана на Demystified. английском, у нее есть русский перевод. В русском языке называется «Магия НЛП без тайн». It's not very big. Она не очень большая. Okay, read that book 5 times. 5 раз перечитайте эту книгу «Магия НЛП без тайн» 5 раз. And you will be very happy with what you learn. Вы будете очень довольны тем результатом, который вы But the получите. things I just talked about are a very good place to begin. Те понятия, которые я только описал в этом уроке, неплохое начало для вас в любом случае. Please remember, Помните, пожалуйста, the следующее. structure of your language Структура вашей речи is teaching your children how to think. обучает ваших детей тому, как мыслить. Teach them how to think skillfully. Обучайте детей грамотному Accurately. мышлению, четко описывая, отвечая на And you will вопросы, be giving them one of the most было important сделано. gifts you can give that child in their entire life. И вы отдадите самое большое наследство, которое когда-либо могли оставить своему ребенку. Remember, your children learn from who you are. Помните, дети начинают становиться подобием тех, кто их окружает. And that means how you talk and how you behave. Что означает, как это окружение общается и как это окружение поступает. So build these children so that they'll have the beautiful lives that they deserve. Дайте ребенку шанс жить достойной, прекрасной, красивой жизнью, которую заслуживает каждый. Pleasure to be with you again. Спасибо, что снова остаетесь с нами.